Здравствуйте, друзья! В последнее время вы мне задаете все время один и тот же вопрос. Использую ли я нашатырный спирт, янтарную кислоту для обработки или стимуляции роста корней своих орхидей? На этот вопрос, конечно, можно сразу ответить однозначно. Не использовала, не буду использовать. И даже пробовать не буду. И даже вот эту бутылку, которую специально вчера купила, чтобы вам показать, я ее даже открывать не буду. Для того, чтобы вам рассказать, почему я не пользуюсь нашатырным спиртом, нужно рассказать немножечко предыстории. Да, нашатырный спирт или аммиак 50 лет назад применялся в сельскохозяйственных работах, подкормках каких-то сельскохозяйственных культур. Но так как с развитием химической промышленности сейчас появилось очень много разнообразных удобрений, даже для сельского хозяйства, это сульфат аммония, аммиачная селитра, по-моему, карбамид еще. И сельское хозяйство как-то потихоньку ушло от применения нашатырного спирта. А вернее даже не нашатырного спирта, а аммиачной воды. Потому что чистого аммиака вы нигде не купите и не найдете. Я нашла 10%, хотя тут и написано нашатырный спирт, но это аммиачная вода. Также видела 30% и по-моему, еще 3% видела в продаже. Но для меня нашатырный спирт или нашатырь, или тот, что продается в аптеках, вы знаете, я не переношу просто даже этот запах. Ну вот не нравится он мне, он ядовитый. И для того, чтобы вам хоть что-то рассказать, я прочитала множество статей по поводу и орхидей, и сельского хозяйства, посмотрела некоторых блогеров на эту тему. И вы знаете, каждый дает разную дозировку. Вот все дают разную дозировку. А ведь вот такая аммиачная вода, она может быть как, ну, например, удобрением или стимулятором, а также может быть и ядом. Ведь все дело в дозировке. Но для того, чтобы применять эту аммиачную воду, вот везде написано одинаково, что это яд для человека. И нужно обязательно пользоваться респиратором, обязательно пользоваться перчатками, обязательно пользоваться очками. Даже еще говорят и фартуки, потому что, во-первых, мы вдыхаем в легкие, это очень опасно для наших легких, но помимо этого аммиачные пары впитываются через кожу. И все применения вот такой аммиачной воды рекомендованы при вот этой защите только на свежем воздухе. Поэтому даже открывать такую бутылку аммиачной воды в квартире я просто не хочу. Если фунгициды, все говорят, что да, фунгициды страшное слово, но фунгициды это 3-й класс опасности, то это может быть и 1-м классом опасности. Лично я берегу свое здоровье. И дышать этим я не хочу. Да, когда вы же знаете, что если человеку стало плохо, и он потерял сознание, ему дают прямо вот на секунду понюхать ваточку с аммиаком, и сразу возвращается сознание. Но вот представляете, я сейчас открою эту бутылку и начну брызгать 200 орхидей. Вы представляете, какой у меня будет запах в квартире? Но это то, что касаемо моего здоровья. А то, что касается орхидей, стимулировать орхидеи, рост орхидей вот этой аммиачной водой для меня, например, просто не имеет никакого смысла. И сейчас расскажу вам почему. И еще маленькая предыстория. 20 лет назад, когда не было Ютуба, когда каждый хотел рассказать там о своих растениях, были форумы. Форумы, на которых люди общались, писали друг другу, рассказывали о каких-то своих наблюдениях, о каких-то своих достижениях, переводили
Английские издания, ведь англичане, британцы, они законодатели, ну, даже моды на орхидеи. К ним первым когда-то привезли из дальних стран в кораблях, в закрытых ящиках эти орхидеи, и они очень давно выращивают эти орхидеи. И было очень много английских интересных статей, в которых рассказывалось, как орхидею содержать дома, но создать для нее условия, ну хотя бы приближенные к естественным условиям. И вот был очень интересный форум, в котором девочки делились своими наблюдениями, тем, чем они пользуются для выращивания орхидей дома. И никогда в жизни, вот 20 лет назад, никто о нашатырном спирте никогда не говорил. Как не говорил и о применении йода. Но это уж совсем я даже себе представить не могу. Это из ряда каких-то невероятностей взять аптечный йод и поливать им корни. Вот, наверное, все мои знания, наблюдения, вот они, наверное, 20 лет назад меня научили наблюдать за орхидеями и давать им то, что им присуще в природе. Ну а самое главное, не мешать им жить в наших условиях. Но за 20 лет, конечно же, все изменилось. И изменилось многое. Если орхидея в природе до того, как она зацветет, она должна прожить от 3 до 5 лет, то сейчас вы знаете, что нам выращивают орхидеи, подкармливая их гормонами. И эти орхидеи зацветают через год. И вот у нас дилемма. Когда мы покупаем орхидею, она цветущая, хорошая, красивая, я вам очень часто объясняю, не пересаживайте орхидею, дайте ей приспособиться к вашим условиям. А потом мы будем думать, что дальше. Вот она приспособилась, и думаем, что дальше сделать с орхидеей, чтобы она у нас была здорова. А применять, вот отцвела орхидея, и давайте-ка мы ее сразу сейчас применим какие-нибудь стимуляторы для того, чтобы она у нас выпустила корни и начала растить лист. Орхидеи не растут так быстро. Они не выпускают от какой-то капли нашатырного спирта, они не начинают растить эти корни. Если вот вы применили это, и на завтра у вас появились корни, значит, орхидея уже была готова к выпуску этих корней. Вы ее стимулировали, но вы ей сбили ее цикл жизни. Она вопреки себе, вопреки своему здоровью, от того, что вы ей дали большое количество азота или стимулятора янтарной кислоты, вот янтарин у меня есть, и янтарная кислота, она из последних сил начала выпускать эти корни. Да, выпустила, 3-5 проклюнула корней, она потом может замереть. Она потом может порвать листья, потому что непонятно, какую дозировку дать этого азота. Вот совершенно, для меня это совершенно непонятно. Один говорит, что на ведро, на 10 литров нужна столовая ложка, а другой говорит, что на литр воды нужна тоже столовая ложка. Вы представляете разницу? То есть, то ли мы делаем ядовитое вещество для орхидеи, то есть яд практически, а нашатырным спиртом можно, кстати, убивать ос и муравьев. Они очень не любят этот запах. То ли мы делаем благо для орхидей, опрыскивая ее или поливая корни нашатырным спиртом. Но так как вы мне писали, что после такой подкормки начинают скручиваться листики, начинают лопаться листики, значит, или неправильная дозировка, или вашим орхидеям это абсолютно не подходит. Вот я решила, что моим орхидеям это совершенно не нужно, потому что я стараюсь приблизить жизнь орхидей. Конечно, невозможно приблизить жизнь орхидей к их природным условиям, но все-таки сделать их жизнь более спокойной, наверное. И я применяю в этом случае просто удобрения. Ведь в каждом, любом, самом простом удобрении научитесь читать то, что написано на пакетике с удобрением. Там будет присутствовать азот, фосфор, калий,
А лучше всего, если будут еще присутствовать микроэлементы. Так вот, от фосфора корни растут значительно лучше, чем от аммиачной воды. И тогда, когда вы применяете систематически, ну там 2 раза в месяц или хотя бы раз в месяц такое системное удобрение, где там равное количество фосфора, азота и калия, орхидея успевает усвоить это все, успевает нарастить корни. Да, она это делает немножко медленнее, но зато это не мешает ее жизни. У нее не лопаются листья. Она успевает вырастить структуру листа. Все эти межмембранные связи у нее в листике правильно растут и формируются. Поэтому давать такой пинок вот такими удобрениями я никогда не буду. И еще, при применении, да, кстати, не еще, а да, кстати, вот эти стимуляторы, да и, впрочем, любые стимуляторы можно применять только на здоровых орхидеях. Если у вас орхидея больна или сразу, ну, после болезни, вот вы ее купили в каком-то там нехорошем состоянии, или у нее была черная гниль, или, не дай бог, фузариоз, да не дай бог, какая-нибудь там серая гниль была на орхидее, вы ее лечили. Если вы ее точно вылечили, вот точно вылечили, я после лечения какой-то орхидеи еще месяц даже удобрения не применяю, потому что любое удобрение будет стимулировать не только хороший рост корней, зеленой массы, но и если у вас остались какие-то патогенные бактерии, то обязательно эту патогенную флору будет обязательно стимулировать любое удобрение. А янтарная кислота это сильный стимулятор роста любых корней, патогенной флоры. То есть, если у вас в орхидее что-то есть, а вы об этом не знаете, то янтарная кислота просто простимулирует рост этой всей патогенной флоры. А вы знаете, что орхидеи, да, это растение, да, ну что, это цветок. А вот патогенная флора, все вот эти бактерии, они так приспособлены к жизни, они значительно приспособленнее, чем эти орхидеи. У них значительно больше выживаемость. И когда вы ее простимулировали, вы даже забыли, что вы один раз там листики протерли янтарной кислотой. А через месяц, через 2 говорит: а у меня что-то случилось с орхидеей, а она что-то заболела, а у нее какая-то появилась гниль. Так вот эта янтарная кислота дает рост всему, вот всему, что есть на орхидее. Еще есть, конечно, это не миф, но как бы нашатырь борется с какими-то вредителями, и можно орхидею опрыскивать для того, чтобы предотвратить появление каких-то вредителей. Ну, вопрос каких? Сразу вопрос каких? Муравьев и ос, да, убивает. Но, опять же, на открытом пространстве, это в саду, в огороде. Но какие у нас с вами муравьи и осы в квартире? А для того, чтобы, например, убить клеща, так это не поможет. Есть другие химикаты, которыми надо бороться с клещом, если он, не дай бог, у вас появился. И на ослабленных растениях, у которых есть какие-то вредители, ни в коем случае, опять же, нельзя никакие стимуляторы применять. Ни нашатырный спирт, ни янтарную кислоту, не смешивать их вместе. Ну вот, наверное, поэтому я никогда не буду применять ни нашатырный спирт, и давно не применяю янтарную кислоту. Вот у меня этот флакончик задержался. Здесь на флакончике написано, что он до срок годности, или выпущен, или срок годности до 2017 года. Могу открыть флакончик и показать вам. Он у меня даже не открыт. Да, когда-то я протирала листики янтарной кислотой. Да, это было очень-очень давно. Сейчас я просто вот от всего от этого, нашатырный спирт не применяла никогда, а от янтарной кислоты я ушла.
Я считаю, что янтарную кислоту или таблетки янтарной кислоты можно применять только в том случае, если вы нигде, но нигде не можете найти удобрения. У вас вообще невозможно найти никаких фунгицидов. У вас нет того, чем можно пролечить орхидею. Но общаясь с большим количеством своих подписчиков из Польши, из Германии, из Израиля, из Греции, вот сейчас мы нашли те лекарственные препараты, которые продаются в Германии. Например, это Привикур, который можно выписать в интернет-магазинах. В Израиле возможность нашла выписать из Украины. Тот же Максим, тот же Привикур. То есть нужно просто поискать действительно, и мы найдем то, что нужно нашим орхидеям. А то, что касаемо моих орхидей, видите, стоят орхидеи. Сейчас я вам покажу, почему я не стимулирую хорошие, здоровые орхидеи. Мне это не нужно. У меня есть видео о том, как я применяю обыкновенные удобрения. Неважно, какой фирмы я удобрениями пользуюсь. Но вот просто простой пример. Давайте возьмем любую орхидейку. Вот орхидея, цветущая. Да, они желтят листики, но желтят листики, это им для чего-то нужно. Я никогда не убираю эти желтые листики. Шапка цветов, она еще дорастила бутончик. Когда орхидея распускает все свои бутончики, это называется, уже закончила она свое цветение. Она уже не тратит свои силы на распуск бутонов. И в это время она переходит в вегетативный период. То есть, что такое для нее вегетативный период? Вот смотрим, шапка бутонов. При этом орхидея начинает выпускать лист и начинает растить корни. Орхидея все делает по своему собственному жизненному плану. До этого мы ее удобряли. Сначала с азотным удобрением, потом монокалифосфатом. Ей хватило вот этих удобрений для того, чтобы расцвести такой шапкой цветов. И после того, как она почти все бутончики распустила, ей еще достаточно того, что мы в нее заложили при поливе с удобрениями, она начинает растить листик. И как только она сбросит свои все цветочки, я начну ее опять удобрять с равноценным удобрением. Это будет азот, фосфор, калий и микроэлементы. Все, что нужно для жизни орхидеи. И вот зачем мне ее сейчас, при том, что она уже начинает все делать сама, вдруг здоровую орхидею начать стимулировать к росту корней. Да, она и сама прекрасно уже это делает. Давайте возьмем другой пример. У меня есть пример, который я вам несколько раз уже показывала. Причем показывала в разные периоды ее жизни, приблизительно с промежутком в 2 месяца. Вот она у меня стоит на заднем плане, белая орхидея. Я обязательно оставлю ссылочку, где я ее показываю первый раз, второй раз. Поставлю эти ссылочки. У меня всегда стоят ссылочки в видео, если они помещаются в правом верхнем углу экрана. Если не помещаются ссылочки, я обязательно оставляю в описании под видео. И вот эта белая орхидейка, я не знаю ее название, мне ее подарили. Она тоже заканчивает свое цветение, но у нее еще есть, вот она дорастила 2 бутончика. И я ее вам показывала тогда в связи с тем, что у нее вот здесь были корни. Сначала вот такие маленькие. Потом вот так они доставали до горшка. Какие-то корни ушли в горшок, какие-то стали воздушными корнями. Вот они, громадные корни. Давайте еще поверну. И с этой стороны все то же самое.
Вот она продолжает, даже при цветении она продолжает растить корни. И уже пошел листик. Вот он листик. Стимулировать здоровую орхидею непроверенным каким-то нашатырным спиртом, я просто не вижу в этом смысла. Ухаживайте за своими орхидеями комплексно и последовательно. И вам не нужны будут никакие стимуляторы и пинки орхидеи, и нарушение у орхидеи ее гармоничной жизни. Для чего это нужно? Вот купили орхидею и начните за ней ухаживать правильно. И ваша орхидея обязательно вас порадует пышным и красивым цветением. У меня еще есть одна орхидея, которую мне 2 года назад просто отдали. Просто я подошла в цветочный ларек, мне ее отдали, подарили, даже называется подарили. Она была с гнилыми корнями. Вот я за ней ухаживаю уже 2-й год. В прошлом году летом она дала маленький цветоносик, здесь было всего 2 цветочка. После этого она получила, опять же, тот же самый уход, какой я всегда делаю. И сейчас она меня зимой порадовала прекрасными 2 цветоносами. Но так как она еще не все цветочки распустила, корни у нее есть. Вот пошли новые корешочки. Но пока нет листика. Пока нет листика, а корешочки уже есть со всех сторон. И последнюю вам показываю вот такую орхидею. С такими цветами. И все то же самое. Смотрите, вот они корни. Вот начинают расти корни и начинает расти листик. И никаких стимуляторов роста корней я здесь просто не применяю. Конечно, мы хотим научиться у каких-то блогеров, которые, как нам кажется, говорят правду. У каждого правда своя. Кому-то помогает нашатырный спирт, и просто у кого-то все растет, зеленеет, растут вот такие корни, как любят все говорят, корни поперли, очень не люблю этого выражения. Но кому-то это помогает, а у кого-то от этого орхидеи погибают. Поэтому мы, конечно же, учимся на своих ошибках и хотим услышать от любого блогера правду. И хочу вам честно сказать, я это не использую никогда. И еще мне захотелось создать для вас небольшой, наверное, цикл видео, в которых рассказать конкретно о фунгицидах, которые почему-то все страшно боятся, об удобрениях, которые я использую. Вот я использую удобрения там 2-3 фирм, и даже не важна фирма. А как прочитать на удобрении, подходит это удобрение для наших орхидей или не подходит. Может быть, вы мне подскажете, что вам интересно услышать от меня о каких-то препаратах, которые я или использую, не использую. Кстати, расскажу и о привикуре. Наконец-таки я его купила. Обязательно будет и это еще. Так что, если кому-то интересно, подписывайтесь на канал, и вы дальше узнаете и историю о моих орхидеях, и о том, о чем сейчас я вам сказала. Так что до новых встреч! Увидимся на канале!